Всем привет, с вами Red Sprout, и сегодня мы поговорим о навыках в игре 7 Days to Die. Значение навыков в этой игре сложно переоценить. Они очень важны, и раскидывать их куда попало точно не стоит. Проще говоря, навыки оказывают огромное влияние на геймплей. Если говорить про количество, то их, откровенно говоря, дофигища. Они могут быть как боевыми, так и крафтовыми. То есть благодаря одним вы сможете наносить больше урона оружием, а благодаря другим сможете изучать новые чертежи блоков, станков и, к примеру, рецептов всяческих блюд. Но не все навыки одинаково полезны. Какие-то хороши всегда, какие-то только в определенной ситуации, ну а третьи могут оказаться почти бесполезными. И даже это еще не все. Часть перков могут быть полным отстоем в начале выживания, но с течением времени, когда персонаж разовьется, они станут очень даже неплохими. Как вы уже, наверное, поняли, разобраться новичку во всей этой мешанине не так уж и легко, но мы все-таки попробуем. Итак, начнем. Навыки в этой игре разделены на 5 категорий. Это восприятие, сила, стойкость, ловкость и интеллект. Шестая вкладка называется «Книга умений», и это, можно сказать, тоже навыки, но прокачиваются они совсем иначе. Для их прокачки вам нужно искать, покупать или как-нибудь еще добывать особые книги. Именно при помощи них вы сможете прокачать данные способности, но одной книги явно не хватит, так как каждая такая способность состоит еще из 7. Если вы откроете все 7, то получите особое умение коллекционера. В общем, книги искать точно стоит, так как многие из таких талантов очень даже хороши. Но это видео не про книги, а про классические навыки за опыт. Так что давайте вернемся к ним. Для начала скажу, что в каждой вкладке навыков есть особый атрибут. Он находится в самом начале списка и называется точно так же, как и сама вкладка. То есть в ветке восприятия атрибут тоже называется восприятием, во вкладке силы – сила и так далее. Ниже располагаются связанные с атрибутами умения. Вы спросите, и как же они связаны? Да на самом деле напрямую. У каждого умения есть отдельные уровни. Каждый уровень дает свою плюшку. Первый уровень вы сможете прокачать где угодно. Но вот чтобы прокачать второй и все последующие, придется повысить основной атрибут. Наводим курсор на замок и видим, насколько нужно прокачать атрибут, чтобы этот самый замок исчез. Только после этого мы сможем прокачать уровень умения. Если посмотреть на все это со стороны, то получается какая-то матрешка. Внутри вкладки навыков есть атрибуты и умения, внутри которых есть и еще разные уровни. Как по мне, все это выглядит немного перегружено, но что есть, то есть. Как я уже говорил ранее, все это прокачивается за очки навыков. Чтобы получить эти самые очки, нужно чем-нибудь заниматься и получать опыт. В этой игре опыт начисляется почти за любой чих. Собрали пучок травы – получайте опыт. Срубили дерево – получайте опыт. Обыскали кучу мусора – получайте опыт. Убили зомбака – тоже ловите опыт. В общем, что бы вы ни делали, опыт будет литься на вас просто рекой. Но вот дело в том, что этого опыта нужно не целая река, а целое море. Очки навыков даются за достижение нового уровня. А эти самые уровни качаются не так уж и быстро. Текущий прогресс отражается вот в этой шкале. Как только фиолетовая полоска дойдет до конца, вы получите новый уровень и, соответственно, очко навыка. А теперь еще один нюанс. Чем больше вы прокачиваетесь, тем больше очков навыка вам нужно для следующего уровня. Чтобы прокачать 6, 7, 8 уровень, нужно уже не по одному очку, а сразу по 2. А чтобы изучить 9 или 10, то сразу по 3. Такая механика заставит вас качаться еще дольше. В общем, я думаю, вы поняли, что развитие всех этих веток, атрибутов, навыков и умений – это дело далеко не быстрое. В связи с этим может возникнуть резонный вопрос. Можно ли сбросить все навыки и распределить заново? Но вот играете вы несколько часов и поняли, что некоторые вложенные очки для вашего выживания просто бесполезны, и их стоило бы потратить на что-то иное. А перед этим, естественно, нужно сделать сброс. Спешу вас обрадовать, такое средство есть. Оно называется Дедушкин эликсир слабой памяти. С его помощью вы можете сбросить все вложенные очки и распределить по новой. Где же его брать, спросите вы? С этим особых проблем нет. Это пойло можно просто купить. Но, как вы понимаете, отдать за него придется кругленькую сумму. Теперь пара слов о еще одной особенности. А именно о приблудах, позволяющих улучшить ваши атрибуты, при этом не тратя на них ни одного очка навыков. Я имею в виду 4 вида очков и сигару. Все они улучшают разные атрибуты.
Для очков у персонажа есть отдельный слот, а вот под сигару придется занять слот лица. Итак, если быть конкретнее, то сигара дает плюс 1 очко к силе и 10% к обмену, солнцезащитные очки плюс 1 к восприятию, очки крутого парня плюс 1 к стойкости, горнолыжная маска плюс 1 к ловкости. Очки ботана плюс 1 к интеллекту, сокращает на 10% время крафта и добавляет 10% к получаемому опыту. Кстати, есть и еще одни, 6-е очки. Они называются счастливыми. Такие очки не добавляют атрибутов, но тоже очень полезны. Они увеличивают на 3 очка бонус к добыче и уменьшают радиус раскопок на 1 метр при выполнении квеста. Если вы не в курсе, где посмотреть свой бонус добычи, то это делается в параметрах персонажа. Стоит заметить, что все это трихомудие не является броней и не имеет параметра прочности. Другими словами, оно не изнашивается и не сломается. Единственный нюанс – вместо сигары можно воткнуть бандану, которая поможет вам с температурой. Но если у вас с температурой и так все неплохо, то лучше оставить сигару. Спешу расстроить хитрецов, которые надеются воспользоваться бонусом, например, от очков. Благодаря этому прокачать умения, ну а потом сразу их снять. Игра такое пресекает. Как только вы снимете очки, значение атрибута понизится, и прокачанное умение перестанет работать, так как ему не хватает очков атрибута. Но порой это все равно полезно. Вы можете напялить очки и благодаря этому скрафтить себе оружие или броню. После снятия очки атрибут у вас понизится, но созданные вами предметы никуда не денутся. Кроме очков и сигары, есть еще и всякие жвачки. Они тоже добавляют полезные эффекты, но на время. И эти эффекты никак не связаны с навыками. Поэтому более подробно я расскажу про них в каком-нибудь другом видео. А пока что давайте поговорим о самом начале выживания. Как только вы появились, игра предложит вам выполнить цепочку обучающих заданий. В ней нет ничего сложного. Но вот как только вы ее закончите, вы получите целых 4 очка навыков. Поэтому категорически советую не пропускать обучение. Далее появляется вопрос, куда же их вкладывать. И тут мы попадаем на распутье. Каждый игрок привык играть по-своему. Кто-то, например, крот, и как только закончит обучение, сразу начнет рыть себе подземную нору. Другой игрок решит пойти сражаться с зомби. Третий отправится выполнять квесты. Ну а четвертый ударится в строительство базы или фермы. Для всего этого в игре есть свои отдельные умения, поэтому какой-то универсальной идеальной прокачки просто быть не может. Каждый играет в эту игру по-своему. Объяснять значение каждого уровня умений тоже нет особого смысла. Все в принципе и так написано. Вместо этого я просто расскажу суть и на какие навыки стоит обратить особое внимание. Итак, начнем с ветки восприятия. Основной бонус атрибута – это увеличение урона от хедшотов. Эта самая прибавка есть не только у атрибута восприятия, но и у всех остальных. Разница между атрибутами заключается только в дополнительном бонусе. Первое боевое умение называется безжалостный снайпер и подойдет любителям винтовок. Вот только стоит учесть, что в начале игры стрелять из винтовок, мягко говоря, не прикольно. Они просто сверхмедленные. Отбиться от группы зомби будет очень проблемно. Этот навык сам по себе неплох, но раскрывается на высоких уровнях. И когда у вас в руках не чудо, наспех скрученное из труб, а что-то типа топовой снайперской винтовки, да еще и с модами. Эксперт-подрывник. Хороший перк, если вы любите повзрывать. С его помощью можно открыть немало рецептов взрывчатки. Также стоит выделить третий уровень умения, он позволяет крафтить порох по альтернативному рецепту. Умение будет особенно полезно в ночи кровавой луны, когда вам придется отбиваться от толп зомби. Далее мастер метательного оружия. Умение для почитателей копий. Вблизи ими драться удобно, из-за того, что дальность удара выше, чем, к примеру, у дубин. Но вот бросать их – это прямо на любителя. Поэтому лично я этот перк чаще всего обхожу стороной. Теперь умение под названием «Взлом отмычкой». Отмычка – это, конечно, круто, но в этой игре двери или сейфы можно просто расфигачить киркой или буром. Если вам не хочется с этим долго возиться, то даже есть специальная взрывчатка. Лазутчик.
Если у вас постоянные проблемы с подрывом на минах, или может вы частенько проваливаетесь через дырявые и половицы, то это умение вам точно пригодится. Оно даст вам дополнительное время для реакции и снизит получаемый урон. Третий уровень умения позволит вам подбирать мины. Этим полезно пользоваться, особенно если вы знаете расположение какой-нибудь военной базы. Там обычно этих мин завались. Следопыт. Это умение позволяет выслеживать животных. Теоретически это может помочь добыть мясо в начале выживания. Но лично мне этот навык не интересен, так как хищников чаще всего мне искать не приходится. Они попросту сами ко мне приходят. И при этом даже чаще, чем хотелось бы. Ну а в случае, если вам действительно понадобится мясо, то лучше всего отправиться в зимний биом. Там полно волков, пум и даже медведей. Далее злоумышленник. Умение, позволяющее частично игнорировать вражескую броню. Бронированных видов зомби в игре не так уж и много, поэтому умение мало полезное. Зато совсем другое дело, если вы собираетесь воевать против игроков. И да, при использовании в винтовках и ружьях бронебойных патрон можно прошивать сразу несколько целей. Вот только бронебойные патроны просто так на дороге не валяются, их еще придется достать. Далее 3 умения на сбор всяческого лута. Везучий искатель. Умение, по идее, должно увеличивать качество находимых инструментов, оружия и брони. А также количество предметов, находящихся в стаке, тоже должно стать больше. Самый простой пример – это патроны. Но вот дело в том, что разработчики постоянно что-то меняют. Лут то полностью зависит от этапа игры, то эту зависимость уменьшают. Поэтому в разных версиях игры дела с поиском предметов обстоят по-разному. В общем, конкретно сказать, насколько полезно это умение, я не могу. Но то, что оно влияет на найденный вами лут в лучшую сторону, это точно. Охотник за сокровищами. Если вы любитель искать сокровища или выполнять тематические квесты, то умение еще худо-бедно пригодится. Если нет, то брать его нет ни малейшего смысла. Честно говоря, даже если вы ищете сундуки, лично я бы посоветовал вам прокачать что-нибудь более полезное. Сбор трофеев. Неплохое умение, благодаря которому вы научитесь создавать инструменты по типу гаечного ключа. А потом этими же инструментами сможете разбирать всяческие авто, торговые автоматы и бытовую технику. Ресурсов вы действительно начнете получать значительно больше. Порой даже могут попасться готовые слитки. Благодаря всему этому выпадающему барахлу можно неплохо заработать, продавая часть деталей торговцу. Про остальные навыки я расскажу во второй части видео. Ну а теперь немножко не по теме. Как многие уже знают, у всех русскоязычных каналов сейчас большие проблемы с монетизацией. Это означает, что мой канал и многие другие полностью лишились дохода. К чему я все это веду? Нет, я не закрываю канал, видео на нем по-прежнему будут выходить, но скорее всего пореже. Раньше я посвящал все свое время на создание видео, а теперь пора направить большую часть этого времени в другое русло. Мне, как и вам, нужно кушать, платить за квартиру и так далее и тому подобное. Чем я именно буду заниматься, пока не знаю. Возможно, я попробую себя на других площадках. Также есть планы проводить стримы на втором канале или на Твиче. Если вам интересны трансляции, то подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет в описании. А еще у нас есть Telegram, Discord и группа ВКонтакте. На них вы тоже можете подписаться. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не орать в комментариях: «Эй, Спрут, какого хрена так редко выходят видосы?» Кто знает, возможно в этот момент я машу метлой рядом с вашим подъездом. Я думаю, для многих из нас сейчас наступило не самое простое время. Но не переживайте, все будет хорошо. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Рано или поздно колесо истории сделает полный круг, и все вернется на круги своя. На этом у меня все. С вами был Red Sprout. Всем удачи, а главное здоровья и мира. Всем пока.